И сегодня мы поговорим с вами о том, как заработать на организации детских праздников. Я не ожидал, что ты это скажешь. Когда, кстати, ко мне обращается клиент, он говорит, а почему у вас стоит там, на 1000 гривен дороже? Это является самой большой ошибкой родителей. То есть, насколько я понял, он сейчас не очень прибыльный. Нет, он прибыльный. Шашлык из шарика готов. Прикольно. Привет, друзья! С вами Клевый бизнес и я, Алексей Клеванов. И сегодня мы поговорим с вами о том, как заработать на организации детских праздников. И не просто праздников, а целых научных шоу. Этот формат впервые привез в Украину Антон Донцов, более известен как профессор Антошка. Смотрите это видео до конца, в конце вас ждет приятный сюрприз. Ставьте лайки, подписывайтесь и погнали! Привет, Антон. Привет, Леш. Ну что, рассказывай, почему организация детских праздников? На самом деле это не просто организация детских праздников, это детские праздники в научном стиле. Вот вопрос, наверное, будет, почему именно в научном стиле. А организация праздников в целом, ну потому что когда-то я был связан с детьми, в этом профиле себя пробовал. И потом в свое время мой старый бизнес не стал мне приносить доход, и я начал искать себя в других сферах. Очень большой старт мне дала моя знакомая, которая уже лет 15 проживает в Америке. Вот. И дала мне направление, я начал это все изучать и увидел в этом интерес. А как ты вообще начал? Для этого нужны были какие-то инвестиции, обучение? Что ты делал? Как это все было? Инвестиции, конечно же, нужны, но, как и все всегда начинают с самого маленького. Первое, что я сделал, это я купил сухой лед. Вот на основе сухого льда часть праздников и проводится. А обучение? Где ты учился это все делать? Обучение, конечно, это немаловажно. Просто так выйти, проработать с детьми, сценарий, эксперименты, как это все проводить. Это все время я на это потратил, наверное, года пол. Вот как только я об этом узнал, я начал изучать это все через интернет. Там посмотрел, там посмотрел, там посмотрел. Нашел компанию, которая предоставляла какое-то минимальное обучение. Это в России она была. Она, в принципе, и сейчас есть. Вот. Приобрел у них небольшой реквизит. И дальше мне это все приехало. Я это все начал пробовать, изучать. Потом начал писать и изучать сценарий. Думать, что как. Репетировал очень долго сам перед собой. Представлял, что я это все делаю. Вот. Но самое сложное это не провести опыт, не провести эксперимент, не сделать какое-то действие, да, либо какую-то реакцию. Самое сложное это работа с детьми. А вообще, как ты получил своего первого клиента? Первый клиент пришел, это было 4 года назад, почти 5. Это было через ВКонтакт. То есть ты просто у себя на странице разместил рекламу? Да, на то время еще не было ни сайта, Инстаграма так вообще не было. Он, наверное, только зарождался. Была страничка ВКонтакте, и я начал посты какие-то выставлять, писать какую-то рекламу. Кто-то увидел, и было первое обращение. А вообще, кто твой клиент? Это мамы или дети? Или они вместе? Это очень интересная тема. На самом деле я об этом много раз думаю, очень часто. Моим клиентом являются родители. В основном это мамы. От 30 лет, может быть от 28 и старше, до 40, до 45 лет. Но порождает интерес ребенок. То есть изначально ребенок хочет себе научное шоу, хочет опыты, хочет эксперименты. И потом родители, когда уже знают, чего хочет ребенок, они уже начинают искать. Какой средний чек у тебя? Средний в зависимости от города. Ну, допустим, Киев. В Киеве средний чек 3,5-4 тысячи. Сколько, в принципе, можно зарабатывать в месяц на таком виде деятельности? Ну, опять же, все зависит от города, от населения, от платежеспособности. Давай минимально брать. Бывают месяца, которые не являются доходными. Ты можешь заработать 10 тысяч, можешь 20 тысяч гривен. Вот. Бывают месяца, которые идут 100 тысяч, 150.
А это прибыль или оборот? Это прибыль. Прибыль. То есть оборот выше? Или у вас Выше, не конечно. сильно высокие затраты? Нет, получается 50% идет чистого дохода. Здесь все зависит от месяца и все зависит от рекламы, от бюджета. То есть основной бюджет у тебя уходит на рекламу, да? Ну, скажем, не основной, а его одна из частей – это реклама. Порядка 30%. А вообще в таком виде деятельности, насколько я понимаю, ты постоянно работаешь где-то на выезде. Да. А нужен ли тебе, в принципе, офис? Офис есть. Офис есть у меня в каждом городе, но это не такой офис, как у всех. Это называется больше офис-склад. Для чего он нужен? Он нужен первое, для хранения реквизита. Когда я работал сам, на протяжении 1,5 лет, мой офис был у меня в квартире, в одной из комнат. Это был космос. Там все находилось, абсолютно. Вот, когда появились ведущие, соответственно, им нужно куда-то приходить и где-то собирать сумку, где-то мы должны репетировать, общаться. Вот, тогда уже появился первый офис, и там и реквизит хранился, и приходили ведущие, собирали свои сумки и обратно приезжали. А ты как сказал, репетировать. То есть, насколько я понимаю, большая часть твоей работы связана с выступлением. Что первично? Выступать красиво или хорошо делать эксперимент? Ну, это если ты берешь ведущего. Провести опыт сможет любой. Папа, мама, ты, мы с тобой сегодня, я думаю, проведем какой-то эксперимент. Это несложно. А вот выступить, это очень тяжело. Отбор ведущих проходит непросто. Чтобы подобрать себе хорошего ведущего, на это уходит большое количество времени. Он не должен быть физиком, он не должен быть химиком. То есть у нас такие люди не работают. Ты должен быть артистом. Желательно, чтобы в КВНах участвовал, на каких-то общественных мероприятиях, чтобы ты умел работать на аудиторию. У нас праздники не только для 5 деток происходят, они еще происходят на 50, на 100, на 300 человек. То есть такие мероприятия тоже есть. Вот. И очень важно, это работа ведущего, это его артистизм. А вообще вот работа ведущего сильно отличается от ведущего, который работает со взрослыми? Потому что, насколько я знаю, дети самая сложная аудитория. Я не ожидал, что ты это скажешь. Чего? Чего? Ну, потому что это не все понимают. Наверное, 99% этого не понимают. Работать со взрослой аудиторией намного проще. Что касается лично меня, я не люблю работать со взрослой. Я пробовал, у меня это не получилось. Я люблю деток. Мне нравится с ними интерактив, веселье, опыты и так далее. А с детьми работать намного тяжелее, потому что дети абсолютно разные, и они требуют контроля. Если ты со взрослыми можешь просто общаться, ведешь себя как человек, то здесь ты должен быть в образе. Ты артист, ты должен быть профессором, ты должен быть с ребенком на одной волне. Ну и, конечно же, техника безопасности. А есть у тебя какие-то фишки, вот что сделать, если вот в зал начинает выходить из контроля? Что ты там делаешь? От ребенка зависит. Ну, если их 300, как там? Нет, если их 300, ты работаешь на микрофон, ты работаешь на музыку, есть операторы, есть звукорежиссеры, то есть там этого не нужно. Там ты на сцене на большой, перед тобой большая аудитория. А когда ты работаешь на 10, на 20, либо в классах, в школах мы работаем на 30 человек, вот там бывают такие моменты происходят. Дети непослушные, вот, и с ними не просто работать. Давай вернемся к сотрудникам. У нас, в принципе, каждый предприниматель рассказывает о том, что сотрудники — это самая большая боль. Как у тебя с этим? Но я бы не назвал это самой большой болью, я бы назвал это основной частью моего бизнеса. Почему? Потому что здесь играет роль это ведущий. Если есть хороший ведущий, если он все правильно делает, дальше будут заказы. Клиент остался довольным. Как я понял, у тебя был до этого системный бизнес, там обычно это регламенты, скрипты, инструкции и тому подобное. А когда небольшой творческий коллектив, насколько я понимаю, у вас так, то как ты управляешь сотрудниками, как это у вас происходит? На данный момент я больше занимаюсь управлением на расстоянии. То есть, так как несколько филиалов, разные города, я директор, я занимаюсь управлением. Но основная часть работы ведущего, артиста, происходит по сценарию. Дальше уже происходит игра. То есть работа с детьми — это не просто сценарий, который нужно выполнить, ты уже с ними начинаешь взаимодействовать. По поводу управления. Самой сложной частью нашей работы мы не можем отследить своих ведущих, то есть как это происходит на месте. Поэтому очень строго идет подбор ведущих. А уже что произошло потом, идет отзыв клиента. То есть, насколько я понимаю, ведущий должен обладать качеством там, юмора, еще чего-то. Вот какие ключевые качества нужны для ведущего? Основное это то, что праздник должен быть веселым. Это все-таки праздник. Второй момент это шоу. Оно должно быть ярким.
Ну и так как мы занимаемся научным шоу, химическим шоу, как некоторые говорят, праздник должен быть познавательным. То есть мы даем объяснение каждому эксперименту, почему так, либо иначе происходит. А вообще, как сделать детские праздники ярким? Должен быть хороший ведущий, артист. Когда, кстати, ко мне обращается клиент, он говорит: а почему у вас стоит там, на 1000 гривен дороже? Я говорю: вы понимаете, что к вам может приехать человек с таким же реквизитом, с теми же экспериментами, которые есть у меня. Но праздник будет неинтересным. А хороший ведущий — это тот, который приедет ни с чем и проведет праздник на 10 баллов. А вообще, как ты меряешь результат, вот, ну, скажем так, отзывы клиента? Это дети или родители? Бывает так, что ребенок доволен, а родитель недоволен или наоборот? Бывает так, что родители заказывают не то, что хотят дети. Это является самой большой ошибкой родителей. И когда мальчик 6 лет, 7 лет хочет Бэтмена, а к нему приезжает профессор, конечно же, он будет недовольным. То есть мама, папа, они должны знать, что хочет их ребенок. А меряем как? Ну, я когда сам выступаю, я это чувствую внутренне. То есть я знаю, как я его провел, я знаю, какие эмоции получили дети. Когда работают другие люди, когда работают ведущие, на следующий день после праздника я прозваниваю всех клиентов, спрашиваю, как вам праздник, что вам понравилось, что вам не понравилось, над чем нам стоит поработать, на что больше уделить стоит время. Слушаю отзывы и стараемся над ними работать. А как ты продвигаешь свои услуги? Ну, реклама какая-то. Как ты это делаешь? Когда я начинал, это все делало мое лицо и моя работа. То есть праздник был проведен, клиенту понравилось, слух пошел и пошли заказы. Потом со временем я сделал сайт, ну и, соответственно, просто когда сайт делаешь, он не работает, продвижение нужно. Вот. На сегодняшний день основное это контекстная реклама. Около 30% уходит затрат на контекстную рекламу. Ну, плюс небольшое продвижение в Инстаграме есть, и сейчас вот продвигаемся в Фейсбуке. Ты это делаешь все своими руками или там в компанию обращаешься? Как ты это делаешь? У меня есть маркетолог, отдельно человек, который по контекстной рекламе. Есть партнер, который занимается немножко другим направлением, я о нем еще не рассказывал. Вот, он занимается уже продвижением комплексно. Кое-что делаю сам. Фейсбуком занимаюсь сам, мне это нравится, вот я сам хочу заниматься Фейсбуком. Вопрос тебе, как маркетологу, раз ты занимаешься сам, можешь описать 2-3 категории своих клиентов? Кто эти люди? Конечно. Ну, первое, 99% это мамы. Вот, к каким категориям они относятся? Первая категория, наверное, это самая моя нелюбимая. Это которые звонят, заказывают программу, делают это как можно быстрее, любую дайте мне, лишь бы я сняла с себя эту задачу и что-то там было проведено ребенку. То есть ее не интересует, что она заказала, она дала денег и все, приехали, уехали. Вот это самые такие нехорошие клиенты, после которых, возможно, и праздники не сильно хорошо проходят. Вторая категория — это мамы-родители, которые нравятся мне больше всего. Это те родители, которые очень любят своих детей, и они всегда вот закажут самое интересное. Здесь не имеет значения стоимость программы. Они хотят, чтобы было самое классное, чтобы их ребенок остался довольный. Ну и третья категория — это те, которые обращаются буквально с первой же минуты начинают торговаться. Им без разницы, какая будет программа, уступите 100 гривен. А кто у вас занимается обработкой входящих звонков? Вы сами или у вас колл-центр есть? Или Я занимаюсь. Ты занимаешься? Да. Я лучше всего знаю своих клиентов, и что им надо. Да, отлично. Следующий вопрос тогда. Можешь написать топ-3 причины отказа твоих клиентов в результате телефонного разговора? 2 причины точно сейчас скажу, третью подумаю. Первая причина — это дорого, потому что детские праздники, они зачастую раза в 2 дешевле. Научное шоу в связи с своими затратами, реквизитом рекламы, оно не может быть дешевым. Вторая причина — это то, что мы работаем с выездом. Хоть у меня на сайте и написано большими буквами, так, чтобы всем было понятно, детские праздники с выездом, но это то, что у нас нет своей локации, своей территории. Многие родители хотят, чтобы они приехали к нам.
То есть на нашу территорию там детский клуб какой-то, детский центр. Вот. Но у нас мы по-другому работаем, мы приезжаем. Так а что вам мешает арендовать детский клуб и там проводить? В этом нет нужды. Ну, я имею в виду под заказ, то есть не на постоянку, а там. По поводу аренды. Детские центры, клубы не сотрудничают так. У них у каждого есть свои аниматоры. То есть есть разница между теми людьми, которые проводят научное шоу, и есть разница между теми, которые являются аниматорами, и они пытаются проводить какие-то химические опыты. А какой у тебя вообще бюджет на это все продвижение? Ну, в месяц в среднем. С каждым месяцем бюджет растет. Это растет потому, что вы растете, или растет потому, что реклама дорожает? Все вместе. Реклама, кстати, тоже дорожает, но и мы растем, и мы подключаем разные площадки. То есть, если раньше я Инстаграм не продвигал, то сейчас туда какие-то средства вливаются. Если Фейсбуком я не занимался, то сейчас на Фейсбук тоже тратятся деньги. Вот. Средний месячный бюджет на рекламу, ну, здесь опять все зависит от сезона. Средний это в районе 20-30 тысяч гривен. А вы, когда сезон увеличиваете рекламу или наоборот? Перед сезоном. Потому что заказы делаются там за месяц, за неделю, некоторые за месяц. Вот, например, в мае выпускные будут. У нас очень большая загрузка в мае месяце. И вот мы сейчас с января месяца уже начали... Это выпускные откуда? Выпускные 4 классов. Детский сад тоже. Мы вообще больше ориентированы на детей-подростков, то есть на взрослых деток. Это от 7 и до 15 лет. А у вас есть вообще нишевание? Допустим, вы берете, ну, к примеру, вы создаете просто научное шоу, как продажу, либо вы создаете там, допустим, шоу для дня рождения. У вас есть какое-то там создание продукта? Есть подразделения, да. То есть есть база, это научное шоу. И вот, например, на сайте у нас есть подразделы. Детский праздник общий, да, есть день рождения, детский выпускной, праздник в школе, шоу для большой аудитории. Сейчас мы вводим мастер-классы, будет отдельно. А как еще вот можно заработать, кроме того, чтобы проводить шоу в тематике вашей организации детских праздников? Очень много направлений в том, чем занимаюсь я, где можно заработать. Вот. Но я в них не особо лезу, потому что лучше заниматься чем-то одним, но целенаправленно и профессионально. А у меня есть второе направление, я уже 1,5 года им занимаюсь, разрабатывал я это 2 года. Я занимаюсь производством игрушек. Под моим брендом, под моим логотипом, под профессором Антошки я выпускаю наборы для опытов. Это вот такая вот упаковка, они разные есть, есть маленькие, есть побольше, в которой находятся реагенты и материалы для проведения опыта. Химического либо физического. Там есть журнал-инструкция, с помощью которой ребенок может провести опыты. Опять же, либо сам, либо с помощью родителей. Вот. И это является моим, так сказать, дополнительным доходом. Прикольно. Ну и узнаваемость бренда он тоже увеличивает. Я вообще изначально для этого, наверное, и создавал его не с целью заработка, а с целью, чтобы меня знали не только с шоу, но и со стороны игрушек. То есть, насколько я понял, он сейчас не очень прибыльный. Нет, он прибыльный, но, во-первых, это сезонный бизнес, потому что данный вид игрушки летом вообще не продается. Очень слабо. То есть, если ты сам не продашь, его не купят. А зимой дети вот любят дома провести время, да, и тогда уже покупаются вот наборы, игрушки, которые проводятся дома с родителями. Мы уже несколько раз услышали о сезонности твоего бизнеса. А вообще, кроме мая, когда еще высокий спрос, а когда низкий? В принципе, спрос есть каждый месяц. Не в принципе, а он есть каждый месяц. Есть 2 месяца неприбыльных. Это половина января и февраль месяц. Может быть, иногда затягивает март. На это играют несколько факторов. Один из них — это когда в школах карантин, соответственно, никто не празднует день рождения, и в школу не приглашают, и дети дома тоже болеют. Самые прибыльные месяца — это сентябрь, когда дети идут в школу, и все всегда любят отпраздновать это. Это декабрь месяц, когда происходят новогодние корпоративы. Кстати, компании нас разные тоже приглашают. Вот. И это май месяц, выпускные. 3 месяца они являются основными, которые дают самую большую маржу. А какие у тебя вообще планы на дальнейшее развитие своего бизнеса? Во что ты хочешь, чтобы это выросло? Первая, наверное, основная задача — это открыть франшизу. На сегодняшний день всеми городами, всеми филиалами занимаемся мы, занимаюсь я, но это уже делать довольно сложно, точнее контролировать все это. И намного правильнее будет открыть франшизу.
А что из себя может представлять твоя франшиза? То есть у вас, в принципе, нужно найти аниматора и реклама. То есть вы будете предлагать пакет рекламы и обучать их. Да, это тоже есть, но самое основное и ключевое, то, на чем я буду отталкиваться, это то, что человек будет работать под моим брендом, под моим сайтом. То есть ему не нужно создавать сайт, он уже есть, он сделан правильный, все будут работать через него. Ну, следующий момент это, конечно же, обучение. Человек будет обучаться, ему будет поставляться реквизит по минимальным, по закупочным ценам, которые мы приобретаем с Америки. И, например, какой-то город будет обеспечиваться рекламой. А когда ты открывался, были франшизы? Да. А почему не купил? Я думал над этим, я уже даже, когда только вот эта идея появилась, я начал мониторить, но в Украине такого не было, в принципе и сейчас нет. Я думал приобрести франшизу, вот, ну потом посидел, подумал, чем я хуже, почему не смогу сделать я. Давай чуть-чуть о неприятном, о твоих провалах твоей компании. Что было самое, вот то, что бы ты никогда не повторил? Что бы я никогда не повторил, это, наверное, реклама. Ту, в которую не стоит вкладывать деньги. Это офлайн реклама. Она вообще не работает. Если бы, конечно, я был на том уровне, как розетка, она нужна для узнаваемости, верно? Вот. А сколько я не пробовал делать офлайновской рекламы, она не приносит никаких результатов. Кроме визиток, которые выдаются непосредственно клиенту, ребенку, маме, папе на праздники. То есть офлайн реклама. Никогда никому не советовал. А сможешь показать какой-то эксперимент, который наши подписчики смогут повторить дома? Конечно, смогу, Леш. Кстати, такие опыты, они всегда присутствуют в наших программах для того, чтобы дети что-то смогли дома провести самостоятельно. То есть мы сможем удивить и детей, и всех, кого захотим, да? Совершенно верно. Окей, давай попробуем. Пошли. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что это будет, Антон. Итак, для того, чтобы провести опыт, который дети смогут проводить дома самостоятельно, нам потребуется всего две вещи. Они есть, в принципе, у каждого. Это воздушный шарик и острая длинная палочка. Что нужно сделать? Надуть его. Надуваем не сильно. Завязываем. Оп. И каким образом его нужно проткнуть? Знаешь? Так, чтобы он не лопнул. Нет. Нет. Если обратить внимание, то здесь он более светлый, Ага. с этой части. А с этой части он более темный. И с этой тоже, то есть снизу и сверху. Берем шпажку, находим это самое место, которое имеет наименьшее натяжение, и потихонечку прокалываем. Раз, два, три. Половина палочки проходит в шарик, шарик не взорвался. Довольно интересно. Дальше находим еще одно место, которое у нас имеет наименьшее натяжение, и также аккуратно пробуем его проколоть. Кстати, шарики не всегда бывают послушные, поэтому иногда лопаются. То есть Итак, внимание, есть шашлык из шарика готов. Прикольно. Да. Таким образом он не взорвался, вот, он довольно интересный, он относится к урокам мастер-класса. Кстати, а почему из него не выходит воздух? Ну, палочка мешает. Совершенно верно. Палочка нам служит пробкой. А шарик сделан из такого материала, который сжимает нашу шпажку. Вот так Прикольно. Слушай, шарик зеленый, шарфик зеленый. А чё? Я вот смотрю на всех экспериментах, у вас все ведущие в зеленом шарфике. Это вот. Да, так и есть. Это наш атрибут. То есть нас можно узнать по зеленому шарфику. А это вас как фирменный стиль, который Да. вас узнает, да? Да, это фирменный стиль. То есть халат, в нем присутствует минимализм, это логотип, колба и зеленый шарф. Без очков, без каких-то там сумасшедших причесок, хотя, в принципе, это тоже интересно. Вот. Но по шарфику можно всегда узнать, что это лаборатория Антошки. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? Друзья, это будет набор для экспериментов, а получит его тот, кто ответит правильно на вопрос, который звучал в интервью. Каким качеством должен обладать ведущий научного шоу? Ну что ж, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите обязательно комментарии, чтобы выиграть этот замечательный подарок. До новых встреч!